Здравствуйте, друзья! С вами Олег Бардиян, руководитель компании People. Сегодня мы в гостях у компании «Охрана и безопасность». Вас познакомлю с ребятами, которые работают в этой компании, которые сегодня нам расскажут подробно о ней. Скажем так, проведем небольшую экскурсию. Александр, руководитель коммерческого отдела. Сергей, региональный менеджер. Да? Поехали? Всем привет. Поехали. Все. Ребят, как стандартно мы снимаем такие видео. Мы просто приезжаем, скажем так, наобум, как снег на голову, в компанию и сразу одним кадром стараемся заснять максимально все подробно, что происходит, все процессы, которые происходят у компании. Саша, пожалуйста, рассказывай, показывай нам. Ну, тогда начнем с этого здания. Это наш такой основной дом, где находится... Ну, начнем с нашего отдела, с коммерческого. Так, Виталик, успеваешь? Нормально. Да. Ну, здесь, получается, у нас административное здание. То есть тут находятся отделы продаж, директор, финансовый директор, бухгалтерия. То есть часть мы покажем, часть не будем показывать. Окей. Уже начинаются какие-то секреты. Ну, да, бухгалтерия, как бы, это всегда секреты. То есть я так понял, что есть несколько зданий, мы сейчас Да. в одном из них. Да. То есть Окей. мы пройдем, у нас так все именно по кругу все удобно сделано. Хорошо. То есть попадаем в наше крыло, ну и тут начинается. Начинается аквариум. Это зона релакса. Все, это здесь ребята с экипажей Тут по приезду. Или здесь ребята не здесь Нет, находятся? здесь правильно? ребята, здесь просто тренированные рыбки, которые следят Окей. за рукой. Все, я понял. Так, ну вкратце, здесь у нас находится отдел продаж СНГ. Ну мы же зайдем сейчас в самые интересные. Я думаю, сейчас, знаешь, сейчас мы зайдем. Первый вопрос, который, да, я думаю, мучит многих зрителей. Охрана и безопасность. Да. Вот все ваши виды деятельности, потому что, вот, ну, я даже сейчас не буду, потому что если я знаю их несколько, чтобы сейчас мы сразу их проговорили Да. для наших зрителей. Давай так, тогда глобально охрана и безопасность делится на два направления. То есть это производственная часть, мы разрабатываем охранное оборудование, то есть там уже деление есть и железяки, и есть софтовая часть, Феникс. И второе направление Железяки под это брендом Лунь. Лунь. Лунь, Да. OLED. Уже на это канале наше. People у нас есть отснято несколько обзоров про сигнализацию Лунь. Да. Как раз про беспроводную систему. Да. То есть мы занимаемся всем комплексом охранного оборудования. И второе направление – это охранная компания собственная. То есть у нас есть все, что мы разрабатываем, во-первых, тестируем на себе, во-вторых, у нас есть свои группы реагирования, свой пульт и порядка там 56 тысяч клиентов под охраной. 56. 56 тысяч своих абонентов – это самое большое количество в Украине, как для пульта? Или есть пульты побольше? Смотри, тут сложный вопрос какой. Или кто как декларирует? Нет, смотри, декларировать можно по-разному. То есть есть крупные компании, у которых заявлено больше. То есть есть 60 тысяч абонентов, есть 80 тысяч абонентов. Но эти компании работают по всей Украине. Мы же базируемся в Харькове и в Киеве. То есть у нас на два города 56 тысяч объектов, а у других компаний, например, там 60 на всю Украину. И как считать, мы крупнее Все, или понял. То есть мельче? еще важно, что вы работаете по Харькову, по Киеву и, по, ну, соответственно, по областям. Да, да. Всё? Нет, ну по области. По кажется, области. да. Хорошо. Проходим. Виталий. У нас, кстати, сегодня первый ролик на канале, где уже Виталий с канала People включился в продакшн. Ну, собственно говоря, Всем здравствуйте. добрый день. Ну, собственно говоря, мы попали в отдел продаж, то есть коммерческий отдел. Здесь происходит у нас что? Здесь продажи идут по Украине и есть продажи по миру. То есть у нас есть ребята там. Вы экспортируете. Да, мы экспортируем там порядка 20 стран. Вы экспортируете оборудование, то есть железо, Да. программное обеспечение. Ну, Вот тут. сейчас в эпоху современного мира, то есть это все отправляется. То есть, ну и сам Феникс тоже актуален и не только для охранных компаний в Украине, но также и за Да, границей. да, то есть он мультиязычный. Это Ну, какой? это французский. Это не постанова. Да, это рабочий протез сейчас. А можешь перечислить страны, в которые вы продаете? Глобально, да? Да. То есть Украина, это понятное дело, это основной Давай даже рынок. страны СНГ, Это- окей. Да, страны СНГ это другое дело. То есть у нас Да. там идет Казахстан, Киргизия, там, Ну окей, а вот и больше там европейские страны, допустим. Латвия, Грузия. У нас из таких, чтобы так быстро вспомнить, у нас Эквадор,
плотно, Сингапур. Сингапур? Сингапур. Я ни разу не был в Сингапуре. Для меня это такая супер инновационная страна и востребовано наше оборудование. Да, да. Как ни Круто. странно, там оно очень востребовано. В Африку, Кот-д'Ивуар и Камерун. Сейчас разрабатываем, у нас вот есть польскоговорящий парень, то есть мы через Польшу хотим дальше зайти в Европу, ну, так скажем, плотнее сесть. Потому что Украина, как бы мы не хотели, что это Европа, но это еще немножко для европейцев не Европа. А сколько либо в количестве, либо в деньгах, если ты можешь сказать, занимает Украина и мир? Ну, Украина по отношению к миру. Сейчас примерно как прикину, то есть Украина занимает больше половины. Но все равно, то есть большая доля продается Да. за пределы Украины. Да, но все-таки Украина это домашний рынок, и территория, как мы ни крутим, она все равно маленькая, а мир он огромный. Если взять там точечно по странам, то в Украине больше всего продается. Если взять весь мир против Украины, то в Украине больше. Окей, хорошо. Ребята все занимаются продажами. Да, Вот здесь да. находится. Здесь продажи, и в этой части у нас маркетинг. Да, я с Женей уже знаком. Да. Мы с Женей общаемся. Женя, Здравствуйте. физкульт, привет. Здравствуйте. Жень, можешь вообще показать, чем вы занимаетесь? И мне, наверное, сразу, я хочу, увидел на столе, ну, Виталик, чтобы, это стикеры, которые идут вместе с оборудованием, где ребята обыграли, ну, прикольные такие, как Монобанк. Можем говорить, как у Монобанка? Это Нет? Все, извини, Виталик. Ну, вот смотрите, да, так? Это, я так понимаю, твоя идея, да? Да, мы решили немножечко шагать со временем в ногу, как говорится. И сейчас занимаемся, вот отрисовываем стикеры, оптимизируем их, чтобы все было модно, молодежно, как говорится. У нас здесь занимаемся сайтами, стикеры, баннерной рекламой, наружку, все. Ну и тоже по мелочи. с блогерами, наверное, С здесь, да? блогерами, да, с вами общаемся, прямо. приглашаем в гости. Вот. Вот так вот как-то потихонечку и работаем. Сейчас в планах тоже отрисовать и эти стикеры, хочется еще анимированные запустить, чтобы было вообще все. Ну, в общем, По-новому. все как в современном диджитал-маркетинге, все у вас соответствовало. Конечно, да, чтобы все, сейчас главный тоже моментик, надо комплексно все сделать, чтобы как только человек видел нашу наклейку на объектах, они сразу понимали, что это те ребята, которые на машинах, сразу понимали, что это те ребята со стикеров, и чтобы это все воспринималось как один единственный. И месседж. Какой у вас вот такой, не знаю, месседж к клиентам, я не знаю, там вот охрана и безопасность, там скорость, не знаю, там. У нас, во-первых, мы швидка охорона допомога. То есть мы не просто охранная компания, которая, ну, охраняет людей. К нам можно обращаться по любым вообще моментам. То есть это не только вызов на ограбление. Это случилось ДТП, это можно к нам обращаться. Нужен адвокат, тоже к нам, мы это предоставляем. Допустим, стало плохо, потерялся в городе. Это все мы решаем, закрываем эти вопросы. То есть наш на стикерах, скажем так, охранник, это Олег, персонаж у нас. Олег? Такой. Да. Очень Через хорошо. А. Очень. Через А. Через Только А. хотел сказать, что хорошее имя. Вот, Да. он представлен в образе супермена, супергероя. То есть это супергерой нашего времени. Олег. Круто. Самый, Круто. самый быстрый в охранной компании. Мне Олег нравится. Вот. Ну и вот эта ваша сервисная штука, что к вам может, да, там, ваш клиент обратиться по разным другим вопросам. Абсолютно. Это круто. Вспомнилось сразу, доставляя счастье, когда там они говорили, что мы даже можем и посоветовать, где пиццу заказать. Даже, Колл-центр. знаешь, ты вот сказал, наш клиент, даже не наш клиент. Если наша группа реагировала, где-то стоит в городе, и что-то происходит, к ней могут подойти и обратиться к ней просто сторонние люди. Ну и вы контролируете, чтобы, ну, то есть внедряете в корпоративную культуру, чтобы ребята были максимально настроены на помощь человеку, да? Да. Круто. Жень, спасибо. Помчали дальше? Пойдем.
Дальше у нас экскурсия будет передвигаться на пульт охраны. То есть, я как говорю, у нас два глобальных направления, Да. они параллельные, но они очень тесно переплетаются между собой. То есть сейчас мы идем именно на пульт охраны, где мы охраняем наших клиентов, где 56 тысяч клиентов. Ну и в принципе мы сможем еще отснять видео конкретно вот этого продукта, да, как пульт. Да. Правильно я понимаю, что пульт, я уже сейчас, когда вот вникаю, это по сути CRM-ка, да, то есть по работе с клиентами. Да. То есть охранная, с помощью которой работает охранная компания, реагирует там, и является эффективной в коммуникации там, с клиентами, с охранными компаниями, с экипажами. Да, правильно? у нас тут глобально наша софтовая часть, она имеет ядро, которое как раз смотрят и операторы, и пульта, и администраторы, и группы реагирования. То есть это, глобально ты хорошо подметил, что это CRM-ка. Окей. Сейчас мы возьмем начальника пульта и пойдем на пульт. Владимир, Здравствуйте. можно вас? То есть знакомьтесь, Владимир. Добрый день, Олег. очень приятно. Владимир у нас без петлички, поэтому если Я что... рядышком стану, вот так вот. Да, да. Владимир, покажите нам, пожалуйста, пульт. И мы сейчас... Да. Так, я так понимаю, мы нам туда идти, да? Сейчас идем тогда на пульт. Давайте. Здравствуйте. Немножко переходов. То есть это крыло у нас, в принципе, посвящено пульту. Так, Проходите. да. Здравствуйте. Собственно, вот пульт нашей охранной компании, которая обслуживает 55 и более тысяч объектов. Мы можем видеть количество операторов, наш программный комплекс, ну и в целом оснастку наших операторов. Владимир, извините, правильно я понимаю, что вот когда мы с Сашей общались, что Саша говорил про пульт, что вот это, скажем так, достаточно очень автоматизированные здесь уже процессы у вас в вашем пульте, и за счет того, что такое большое количество, как 55 плюс тысяч абонентов, обслуживает сколько здесь операторов? Ну, небольшое количество операторов. 6 операторов на регулярной основе. Да, то есть за счет того, что мы автоматизировали большинство процессов и все реализовано в одном программном комплексе, мы можем такими силами обслуживать вот это вот количество операторов. При этом у нас остается скорость работы и качество. Все, супер. И мы сейчас с Владимиром более подробно отснимем ролик о том, что мы когда... И специально конкретно ролик, посвященный пульту, охрана и безопасность, выпустим это видео на канале People, на основном канале. Поэтому, когда вы видите это видео, переходите на канал People, подписывайтесь туда и в ближайшее время увидите это видео, где мы расскажем о всех бизнес-процессах, о всех преимуществах как для пользователей, да, вашей охранной компании, так и для охранных компаний, которые, опять же, используют ваше программное обеспечение Phoenix. Все верно. Вот видите, я все знаю. Супер. Давайте дальше. Все, идем дальше. Сразу... В этом крыле, да, да. сразу показываем. Здесь у нас отдел редактирования базы данных. Давай, мы на данный момент сейчас пока детально, мы опять же в этом ролике, да, мы здесь более детально расскажем. Мы сейчас быстренько тут пробежимся. Ага. Отдел редактирования базы, окей. Так. Базы, это что означает базы? Базы Данных. Да, данных. То Данных. есть всякая информация по клиенту, по конкретному охраняемому объекту. Дальше графический отдел. Здесь у нас прорисовка идет объектов, то есть каждого объекта у нас есть план схемы, есть фотографии, есть там подъездные пути. То есть и- маршрут как экипажу быстрее, эффективнее добраться Не совсем. до охраняемого объекта. Есть подъездной путь именно к объекту. То есть, например, если охраняется в каком-то здании, основной заезд закрыт или там какими-то витиеватыми способами, Я то понял. это здесь прорисовано. Все маршруты. Все И опять же- маршруты у нас занимаются отдельные люди. Понял. То есть именно оптимизация подъезда. Мы сможем более подробно прям показать в этом видео, где мы будем рассказывать Да. про пульт, мы прям покажем подробно, это в электронном виде, либо, наверное, у нас наверняка в все в электронном. электронном виде. Все, мы не 21 век. Да, не жалеем деревья, не рубим их, поэтому все в электронном виде. Так. Слушай, во достаточно все, я так понимаю, все как бы фокус на диджитализации, все оцифровать, все бизнес-процессы. Да, только эта диджитализация появилась пару лет назад, такое слово, Ага. а мы этим занимаемся уже на протяжении
20 лет. Ну, мы сейчас вот в деятельности People как раз понимаем, насколько, во-первых, оптимизация самих процессов перед этой оцифровкой важна. И потом ее еще оцифровать. Ну, мы сейчас это сами проходим в своей деятельности. Она немножко другая, да, чем отличается от вашей. Но как бы я понимаю, насколько это важно и насколько это влияет как преимущество перед работой в работе с там, клиентом и преимущество перед конкурентами. Да. Ну, я сейчас скажу так, еще вот довольно-таки недавно. Мы сейчас куда извините? Мы сейчас идем в техподдержку. Окей. То есть, да, у нас Всё. лабиринтная система. Все. Хорошо. Вы здесь уже давно? Вообще, сколько компании лет? Компания с 99-го года. То есть это и 20... Так, 22. Да. 22 года. Мгм. И вы в этом, как, ну, наверняка ты не 22 года назад пришел работать? Я почти 10 лет. 10 лет. Да. Ну, в этом крыле, ну, мы не будем туда заходить, там Да. у нас ремонтники сидят. Здесь... Так. Ну, сейчас мы идем в техподдержку. Так, нормально видно, не только наши спины. Все. То есть техподдержка. Техподдержка. Это наш отдел, который поддерживает клиентов. Главная особенность его, он круглосуточный. Оп, аккуратненько. Все. То есть сейчас мы зайдем, познакомимся с ребятами, они более детально все Работает расскажут. 24/7. 24/7. Окей. То есть поддерживают софтовую часть и оборудование само клиентов, которые, ну, не конечных клиентов, а именно под Инсталляторов, клиентами, охранной компании. охранной компании, да, кто с этим работает Да. ежедневно. Окей. Вопросы? Да, Всё, все заходим. нормально, заходим. Все, Виталий, заходим. Всем привет. Здравствуйте. Знакомьтесь, техподдержка, ее руководитель есть. Дмитрий. Олег. Игорь, очень приятно. Олег. Так, нам... Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, у нас, как всегда, рабочий процесс везде. У нас руководитель Дмитрий. Дмитрий. Саша только что рассказал нам, что ваша служба работает 24/7. Да, можете в 2 словах рассказать, сколько людей работает в вашем отделе? Какие-то нюансы работы? Человек. Собственно говоря, 24/7 мы работаем. В нерабочее время есть дежурный человек, который, собственно говоря, на личный телефон принимает звонки и отвечает на вопросы. Ну, у меня сразу вопрос связан с продажами, так как продажи происходят в разные страны. Мы видели, слышали разные языки, там французский, там английский, польский, турецкий. Ну, я так понимаю, что в разные часовые поясы, да, происходит. То есть у вас это круглосуточно за счет того, что там ребята, там где откуда звонят, там день, у нас может быть ночь. Знаешь, это еще пошло до того, как мы начали продавать за границу. То есть это за счет реально есть потребность, вот там в 3 часа ночи кто-то может позвонить на объекте, что он там не может установить, или Ну, что-то сработка какая-то произошла. Дмитрий всегда этому рад, Да. всегда рад помочь. Да. Семья особенно рада, наверное, жена, дети. Но на самом деле мы не работаем с конечными клиентами, мы работаем с охранными организациями. Там процесс немножко по-другому установлен, и я там не могу поставить за фотоохрану, таких вопросов нам, конечно же, не доходит. Да. Они остаются у охранных организаций. Вот. Мы работаем, собственно говоря, с людьми, которые представляют, что такое охранное оборудование и как с ним работать. Все нюансы, да, обсуждаем 24/7. Я не знаю, там какие-то, может быть, самые частые вопросы или проблемы, которые возникают, они возникают по причине на стороне железа, либо на стороне, ну, скажем так, рук, которые монтируют и которые там, люди часто не читают инструкцию, да, а сразу звонят в техподдержку. Ну, просто мы с этим сталкиваемся, когда мы сами там продаем оборудование, там, или инсталляторам, или конечным пользователям. Ну, часто звонки такие происходят. В основном это, собственно говоря, вопросы по документации, потому что документацию никто читать не хочет, и Все, я все понял. То У нас сервис просто, мы, ну, наверное, клиентов мы так разбаловали, что они в любой момент могут позвонить, спросить, ребята нас всегда отвечают. окей, тогда Это мне, проще. Саш, понял. Тогда вопрос такой. Зная, что, знаешь, как сейчас говорят, что вот в Украине на самом деле сервис очень достаточно высокий по сравнению с тоже Европой либо с другими странами. Вы же анализируете конкурентов, которые работают за пределами Украины. Там принято такое, что инсталлятор может там, не читать инструкцию, звонить производителю и спрашивать, там, как мне установить или настроить систему. Ну, знаешь, в зависимости от производителя.
Если это производитель каких-то там китайских централей, то, понятное дело, они открывают просто вкладыш, вот эту развертку, и смотрят, и, ну, поняли, не поняли. Дальше звонить туда бесполезно. Ну, мне почему-то кажется, что вот такая техподдержка, она там, как правило, в нашем бизнесе, она присутствует, ну, в Украине мы очень стараемся идти навстречу клиенту, и там, будь то инсталлятор, будь то конечный пользователь. Ну, и накапливается работа для нас. Да. Ну, благодаря нашим клиентам у нас есть работа. То есть мы идем навстречу как бы своей работе. Окей, хорошо. Может, что-то еще, Дим, подскажи, что, возможно, интересного такого в своей работе, чего не задал кто-то Что они вопрос? еще делают? Они же еще проводят, извини, Дим, я тебя перебью, пока ты не успел Да, ответить. Проводят обучение клиентов. То есть любой клиент, который у нас покупает, ну, под клиентом, еще раз говорю, здесь мы подразумеваем охранную Инсталляторов. компанию. Ну, да. охранную компанию. Если они не работали с нашим оборудованием или там хотят улучшить свои знания, они проводят обучение. То есть это может быть дистанционно, через там вебку подключились, там показывают демонстрацию экрана, сразу подключаются, если дают доступ, сразу же клиента уже клацают, все параллельно рассказывают. Либо же могут клиенты приехать к нам. То есть выделяется отдельно, у нас есть помещение, учебный класс, где клиент и специалист техподдержки проводят полностью обучение. Все задают вопросы, которые нужны. Понял. Какие-то как-то сертифицируете ваших охранных компаний, что вот там они работают, Да. имеют право, да? Да. То есть это все есть. Вебинары тоже сейчас Да, все да. онлайн. Ну, особенно прошлый год, как бы, всех подтолкнул к тому, что надо было Ну, что-то делать необходимо. онлайн. Круто, спасибо. Или Всё. ты хотел что-то еще сказать? Видишь, Саш, ты Перебил. готовился, ты же все знал, что мы приедем. Ну, да. Всё, спасибо большое, ребят. Я как бы тут всю жизнь работал и ждал от вашего приезда. Так, у нас это техподдержка. Техподдержка. Слушай, мне все нравится. Куда идем? Давай. Туда, да? Да, сейчас мы идем дальше на улицу. То есть, Так, юридический отдел не будем заходить. да, архив, это что касается тоже диджитализации. У нас здесь появилась отдельная архивная комната. Ну, просто по закону нужно еще хранить там сколько-то лет, там, бумажный договор. Понял. У нас это такое достаточно большое помещение. Договорной отдел мы прошли, ну, там, конечно, очень красивые девушки работают, но показывать мы их не будем. Хорошо, хорошо. Так. Здравствуйте. Девушек Саша скрывает от наших зрителей, но мы это запомним. Да, да. Знакомая машина. Да, красивая очень. Она все время тут стоит, кстати. Так, что касается, если мы во двор уже вышли, Да. то можно посмотреть. Вот синее здание, в Это- котором мы были, в первое, это мы в него входили. Да. Дальше мы плавно перешли в желтое здание, это тоже новое, оно как бы совмещено. Дальше за нами находится склад и производство. Склад и производство. И производство, Да, мы сейчас понял. туда тоже зайдем. Дальше в той стороне у нас оперативный отдел. И там сидят координаторы. Ну, мы тоже туда сейчас зайдем, посмотрим как более детально. И зеленое здание – это программисты, тестировщики и менеджеры по подключениям в Харькове и в Киеве. То есть здесь у нас находится основной наш склад, который выдает продукцию. То есть это готовая продукция. Окей. Идут примерно оборудование на день. То есть это готовое. На день. Это у нас что, отправочки? Это какая-то отправка, наверное, международная. Слушай, вот это Что-то мне сразу кажется. с нашим даже обсуждали кладовщиком. Это Грузия? Насколько удобно, продумано, когда ты отправляешь посылочки сразу с ручками. Удобно человеку, который отправляет и который забирает. Это международная отправка. Ну, я к тому, что даже по Украине, ну, в общем, неважно, кто человек примет, ему будет удобно и Да, у нас нести. там всегда фирменный скотч, чтобы видно было, там что не срезано, не зарезано. Ну, банальные Короче, вещи, но они технологии все, нам знакомы. да, все работающее. Да. Так, дальше наводим порядки. Можно? Здравствуйте. Можно немножко в другом ракурсе снять? Так, мы просто снимаем процессы. Все замечательно. Это начальник нашего Олег, склада. приятно познакомиться. Вы про Это девушек Виталий спрашивали? Вот снимает. Да, да. Чтобы потом не рассказывали, что не показывают. Так, у меня жена будет смотреть, и ты видишь, сейчас скажешь, приехал, спрашивают про девушек. Рассказывайте нам про все. Хорошо. И всех.
давайте как-то... Мы вас внимательно слушаем. Да, давайте наводящие вопросы как-то. Здесь вот у нас- Саша, да. Здесь у нас представлен весь ассортимент нашего производства. Вот основные наши флагманы это Лунь 25, Лунь 11. Какие у нас еще? Ну, всякие комплектушки к ним там. В общем, в принципе, все, что у нас есть, мы стараемся эргономично уместить, Саша, чтобы я вас не прибила. Так, Саша просто уже сказал, что это то оборудование, которого, в принципе, вам хватает плюс-минус на один день. Да. Здесь кто забирает продукцию? То есть она куда уходит? Здесь Здесь забирают. происходит упаковка, и у нас есть машина, которая отгружает на новую почту каждые 2 раза в день. 2 раза в день. Это, получается, дилеры по Украине. Уже раз ты сказал, международные отправки. Кто еще может быть? Сюда могут прийти монтажники. Сюда, прямо непосредственно сюда? Да. Ну, те, что по Харькову Те, работают. кто да. работает в Харькове, по месту, да? Клиенты, которые в Харькове приходят, непосредственно здесь получают Если товар. клиенты какие-то могут приехать просто сюда, если по пути где-то здесь было. Понял. Ну, мы старались максимально все экономично в месте разместить. Здесь у нас еще такие системы хранения. Ну, это как комплектующие, да, уже? Да, это для мелких наших приборов. Вот. Ну, все, что кодировано у нас. Саш, у вас же в Харькове есть и ваши дилеры, правильно? То есть, Ну, то есть охранные компании могут приехать как вам напрямую, так и к вашим дилерам. Да. За одним и тем же продуктом. Ну, в зависимости, как им удобно, просто по смотри, мы условиям. же продаем свое оборудование только. То есть к нам могут приехать за лунями. К дилеру могут приехать там, за Он камерой. как торговый за- дом, да. он продает Да, да. все, и видео, и другие У категории. нас все оборудование штрих-кодирования. То есть можем отследить, в принципе, всю историю клиента, ну, кому продали, когда приходит он там на ремонт по гарантии. А сколько гарантия? 3 года. 3 года. Да. Ну и у нас тоже, что касается сервиса, мы тоже так уже поставили на такой уровень, что в идеальных условиях, если клиент сегодня нам отправил, благодаря той же новой почте, завтра уже у нас отремонтируем и вечером отправляем ему, то есть через 2 дня у него уже То есть готовое вы оборудование. за день не ремонтируете? Да. Ну, если это если какой-то- видите, что ваш брак, Не есть наш история, брак. ну, есть история там подмены. Ну, какой-то история замены. подмены, это уже ложится на плечи клиента. А так это обычно 2 дня это люди могут и потерпеть. Не, ну если за 2 дня у вас это стандарт, да, по которому в который вы Ну, вкладываетесь. и смотри, это тоже, что касается, если там одна плата, это один вопрос, если там что-то такое простое. Если нам привозят, например, клиенты крупные, они могут собирать, например, там, в протяжении 3 месяцев. Собрали себе там ремонтов и прислали. Я понял. И дальше уже начинается процесс. Так, гарантийные, не гарантийные приборы, там, условия эксплуатации, гарантийные или нет. Ну и разбирается. Ну, в основном... Упаковки будем показывать. Что? Процесс упаковки будем. Конечно, можем показать процесс упаковки. давайте покажем. Мы словечко замолвили. Мы показываем все. Мы же приехали с Киева сегодня, чтобы вы показали нам все. Сейчас будет магия упаковочная. Давай. Покажите, как вы упаковываете. Упаковываем. Ну, Да. можно запаковать черную пленку. Обучающий курс по упаковке. А можно праздничную какую-то? Да, давай вот 5 приборов Пленку, да? в черную пленку, да, и этим скотчем. Значит, все у нас автоматизировано, все штрихи носятся в систему, каждым ручейком, все работают программы, все обучены. Ну, то есть вы можете проследить, кому было отгружено. Да. Да, вот мы сначала считываем штрихи. Саша, а вы работаете в этой все какой-то отдельной системе, либо это тоже все подвязано к пульту? Ну, вот это отдельное. Отдельная, да. Это учетная программа, правильно? Ну, она автоматизирована, под нас еще дописана много раз. Отдельно понял. люди, которые этим занимаются у нас. Так. Я тоже занимался упаковкой, сейчас посмотрю. Может, вам второй предоставить? Так можно на время, да. Прямо как конкурс, да? Не, ну я боюсь, что уже сноровку потерял, но А можно стоит? Или все равно? да, как вам удобнее. Удобнее стоит, конечно.
Ну, значит, мы учтем, что это может быть еще быстрее. Мгм. Так. Сейчас перекрутите, да. Все. Там уже тоже элементы автоматизации. Да, это все патентированное оборудование, нами разработанное, Да, я понял. придуманное. Патентованное вообще, можно сказать, прям. Да. Столы делать по нашим чертежам. Ну слушай, я думаю, Генри Форд, когда придумывал, знаешь, там оптимизацию процессов, у него тоже все так, ну как бы он с этого начинал, с каких-то дополнительных элементов. Давай скотчем красиво. А ты секундомером стой. Но я знаю, как они пакуют. Это они сейчас просто красиво стараются. И куда мы ее отправим, эту посылочку? People. Все. Вот мы еще офис откроем в Харькове, чтобы не тратиться на новую почту, на доставку. Сразу в харьковский офис. Мы же всегда рады. Можем еще перетянуть ленту. Раз это все лентами перетягивать. Нет, Всё. у нас есть для особо тяжелых посылок, там есть ленты. Вот это ручка, это вишенка на торте. Вам до Киева надо как-то ехать. Уже часто, когда получаешь на складе посылку большую, очень неудобно, там, когда у тебя их несколько, даже до машины донести. Вообще можно даже две, вот мы делаем, Да, две штуки можно взять. да. Но оно кажется, Одну можно по две. да, вроде все просто, В но, принципе, вес позволяет. к сожалению, мало кто из поставщиков такое делает. Ну, если глобально, то есть мы создаем там заказ, делаем реализацию, на основании этой реализации как бы ребята упаковывают, эти штрихи считывают и делают дополнительную отгрузку. То есть у нас тоже все документируется, когда отправляем куда-то там новые почты, то вписываются новые почты. А сколько у вас отсюда вот отправок за день по количеству? Можете сказать? Ну, вот там 20, 100, 200. Ты знаешь, это вот именно вот под конец месяца увеличивается. То есть начало месяца оно такое более расслабленно идет. Под конец там уже... 100 есть в день? Конечно. Больше 100, да? Ну, если усредненно, да. Окей. Мы же отправляем, можем оптом отправить. То есть, понимаешь, у нас может быть одна, Не, я понимаю, что это одна может быть маленькая одна, упаковочка. это Да. А может быть посылка буст, да? Да. Окей. Что там? Вот я слышу какие-то Дальше? звуки. Да. Когда мы здесь Дальше справились, производство, спасибо. Производство. Огромное спасибо. Так, идем дальше, и мы приходим на производство. То есть у нас удобно, видите, как все. Сделали, отдали, запаковали. Здравствуйте. Всем здравствуйте. То есть это Алексей, начальник нашего производства. Добрый день. Привет. Что здесь происходит? Здесь происходит конечная сборка. То есть у нас на аутсорсе линии, то есть они находятся в Украине тоже. И здесь мы получаем платы и уже конечная крупноузловая сборка. Ну, я так понимаю, мы отдельное видео Да, покажем. мы с Сашей договорились, что отдельное видео про производство, мы снимем отдельный ролик и выпустим его на канале People.ua. Поэтому, пожалуйста, переходите, подписывайтесь, и там скоро будет это видео. Подписчики YouTube-канала People.ua получают специальные предложения на каждый заказ. Продолжаем. Да. Так, дальше. Саша, я дальше готов. мы идем в отдел безопасности. Отдел безопасности. Да. То есть у нас здесь происходит мониторинг. Здравствуйте. Я вам тут буду все рассказывать. Да. То есть мы попадаем сюда. Здесь что происходит? Здесь сидят два координатора. То есть один наблюдает за Киевом, один наблюдает за Харьковом. Ага. То есть можно посмотреть там на экране, у них видят группы реагирования наши. Кстати, у нас там порядка 69 групп реагирования. В Харькове? В Харькове и Киеве. И в Киеве, да? Да. А если разбросать? По-моему, 24 в Киеве и остальные в Харькове. Понял.
Так, централизированное видеонаблюдение, да, по вашему? Да, ну это так, больше наш офис, наружная и внутренняя часть. Окей. Ну, Да. все здания. Саша, какая задача сейчас вот здесь, ребята? Потому что мы были в пульте, да? Там девочки сидят, которые реагируют. Смотри, задача Да. девочек. Получили тревогу, отправили в группу реагирования. Группа реагирования у нас как? К каждому объекту привязана одна основная, одна резервная. Если основная занята, отправляется резервная. Девочки просто обработали тревогу и ушли. Да. Дальше. Тут включается координатор, который смотрит, если основная группа, например, находится чуть дальше там, или неудобно им сейчас там ехать, И он он просто в ручном- отменяет, да, в ручном режиме Типа отменяет основную Менеджер проекта, да? Да. Все. То есть он отвечает за то, чтобы группа максимально быстро прибыла на объект охраняемый. То есть они Понял. знают идеальный город, они могут просто рассказывать без навигатора, то есть тут лучше объехать, там дорога перекрыта, едь туда. То есть они как бы контроль групп с воздуха. Окей. Супер. Ну это так, если в двух словах. Дальше... Да, хорошо. Вот как раз мы, все-таки еще раз проговорю, на основном канале People мы еще здесь еще раз более детально раскроем этот отдел. Хорошо? Так, сейчас мы идем. Сейчас мы идем к нашим разработчикам, тестировщикам и посмотрим, как они работают, чем они занимаются. Хорошо. Я так понимаю, это уже заключительное, да? Потому что мы вот так как бы круг Да, делаем, это заключительный отдел. да. То есть у нас отдельное здание для них стоит, чтобы тут творческий процесс не нарушался, никто не отвлекал. Слушай, а еще такой вопрос. Вот ребята, которые выезжают, которые ездят в экипажах, Да. они у вас тренируются, там, физподготовка? Конечно, вот это всё? обязательно, обязательно. Это здесь где-то или это где-то на удаленном? У нас есть и свой спортзал, у нас и на удаленно ездят, но это обязательно сейчас программа. Если ты прогулял спортзал без уважительной причины, первый раз штраф, второй раз, по-моему, уже увольнение идет. То есть у Ну, нас то есть к этому- вы контролируете, стимулируете их, чтобы они были в форме. Да, у нас это очень все серьезно. То есть у нас подбор персонала идет тоже, это все серьезно. У них они должны уметь больше, чем обычные группы задержания. То есть они должны уметь пользоваться. У нас у всех планшеты стоят, то есть уметь пользоваться техникой. Должны знать, То есть не только быть сильными, но еще и умными. Да. Еще и красивыми. ну, под шлемом не видно, но надо быть и красивыми. Идем? Да. То есть сейчас Идем, мы заходим показывай. к тестировщику. Саш, мы вообще полностью в твоем этом подчинении. Окей. Говори, что делать. Мы заходим. Всем привет. Здравствуйте. О, давайте Максима познакомим. Максим, здравствуйте, Олег. Да, это наш главный тестировщик. То есть он может рассказать, в принципе, что здесь происходит, что мы здесь делаем. То есть вот эта вот вся новогодняя елка неспроста. Так, вы тестируете. Что вы тестируете? Оборудование нашего производства, пульт, программное обеспечение. То есть весь функционал, новый, старый, так сказать, перепроверяем. И, не знаю, что должно произойти? То есть какая у вас, не знаю, там вот метрика вашей работы? Что вы находите какие-то ошибки? Или их... и- Ошибки тоже находим. Конечно, есть задача определенная, да, новая, например. Ага. То есть новый функционал какой-то добавляется. Мы проверяем, как, собственно, он работает. Собственно, на связи с программистами, оперативно устраняем проблемы какие-то, которые выявили, опять же, по обращениям клиентов. Перепроверяем какие-то случаи. То есть, соответственно, если находятся какие-то ошибки, исправляем их тоже. А, не знаю, может быть, что-то из последнего, ну, чтобы какой-то пример привели, как, ну, что бывает, какие могут быть ошибки, например, и что там вы можете устранить. Или вы просто тестируете, фиксите какую-то там и передаете дальше, чтобы ее устраняли. Либо сами устраняете. Они устраняют у нас Да. программисты, да. Мы Ага. тестируем, локализуем как бы проблему, да, собственно, находим пути ее воспроизведения. Соответственно, какое-то собираем логи, передаем это все программистам, и они уже, собственно, исправляют. Понял. А в плане, допустим, не знаю, там, сравнения с другими, ну, там, с другими сигнализациями? Да. Ну, отчасти у нас это тоже есть, да. Ну, я же думаю, наверняка все производители, да, они смотрят по рынку, там, что в Украине находится, что за пределами. Ну, то есть для того, чтобы быть, там, быть в теме, правильно? Ну,
Вот пример это у нас в централе DSC Satel еще используется, Paradox. Канада, Польша. Я понял. То есть, чтобы соответствовать международному какому-то уровню, правильно? Можно и так сказать. Да. Ну, выглядит эффектно. Я не знаю, там можете, например, прокомментировать вот эту систему, на что вы тестируете, на что вы ее смотрите. Это стенд нагрузочного тестирования. Да. То есть, я уже правильно понял, нагружаете систему. Да, ну, собственно, это стенд прибора Lun 11 с максимальным количеством расширителей. Да? А проверка тут идет на одновременную сработку большого количества датчиков, собственно, на максимально возможной. Как поведет себя централь, да? Собственно, чтобы не было какого-то перезагрузок, каких-то перезапусков, все такого. Прикольно. Ну, это же тоже процесс не одного дня. То Нет, есть, оно тестируется как бы постоянно, то есть это не сейчас включили, завтра выключили, нет, это То есть- работает. задачи дополняются, наполняются, плюс новое оборудование, да, вы тестируете. Ну, правильно, Да. я понимаю, что еще, наверное, ваши же клиенты, те же самые охранные компании, да, инсталляторы, они вам, наверное, присылают какие-то список хотелок, да, то есть Смотри, у нас с просьбой... процесс немножко по-другому. Ребята здесь как бы обособлены нашим производством. Все хотелки, пожелания это у нас принимает либо менеджер, либо техподдержка. Если техподдержка там может устранить или там придумать, может там клиент просто банально не знал, что Ну, это или, есть. или Да. техподдержка может для того, чтобы проверить, да, передает вам кейс какой-то, говорит, ребята, проверьте, это системная история, либо это просто клиент, там что-то у него Да. случилось, и он там не может настроить и говорит, что вот у вас система работает как-то некорректно. Все, я понял. Теперь у меня уже, ну, картинка сложилась. То есть у нас есть, если клиент обращается в техподдержку, если техподдержка не может решить дальше, идет уже сюда попадает. Если ребята тут тоже подтвердилось или еще там хуже нашли вариант или лучше, то отправляют уже дальше программистам, чтобы это уже и исправляли. Все. Ну и цепочка в обратном потом направлении. Насколько эта работа сложная? Вот, для меня просто тестировщик, я честно, ну, для меня это, мне кажется, очень сложно. Я бы не сказал, что настолько уж сложно, да? Тем не менее объемно, есть оборудование единиц разновидностей. Да? Достаточно Много. большое количество. Да. Я к тому, что и функционал достаточно широкий, за счет этого тестировать, наверное, всегда есть что. Есть такое, да. Ну, количество конфигураций всевозможное, это не поддается исчислению какому-то. Поэтому, да, собственно, есть Хорошо. что проверять. Хорошо. постоянно. Все, спасибо. Спасибо вам. Да. Спасибо. Спасибо. Что? Идем дальше. Ну, дальше мы движемся в отдел инженеров эксплуатации. То есть это отдел, который уже после монтажа занимается обслуживанием объектов. Окей. Идемте. Так, Виталик. Так. Ну, собственно говоря, тогда надо подождать немножко. Здравствуйте. Добрый день. Можете нам, пожалуйста, рассказать, что в вашем отделе вы делаете, вообще, что здесь происходит? Каждый будний день с 9 до 6 мы принимаем заявки от клиентов. По телефону, по вайберу, по электронной почте. На основании их делаем заявки инженерам по ремонту и эксплуатации оборудования. То есть клиенты это уже розничные клиенты, да, кто эксплуатирует систему сигнализации? Это частные дома, предприятия, любой объект, любой собственности. А какие самые частые вопросы? Ну или, не знаю, это в основном действительно проблема или это больше вопросы там, неправильной эксплуатации? 30% неправильная эксплуатация. Люди забывают инструктаж первичный, меняются собственники, меняются люди на объектах. Теряются пароли Да, какие-то, кто да? как пользоваться, никто никому ничего не объясняет. Эти же 30% мы решаем по телефону. Благодаря нашей работе инженер не едет на объект. Объект находится не только в городе, но и за городом. Это экономия времени, экономия бензина. Согласен. А вы это ведете в какой-то своей программе, да? Программа общая, но называется «Заявки инженеров». Заявки инженеров. Все, что мы делаем, все, что мы видим в компьютере, видят инженеры. То же самое может увидеть пульт. Это какая-то своя CRM, да, у вас? Ну, какая-то программа называется да. «Заявки инженеров». Да. Она интегрирована с пультом, Да. То есть Она единая. единая. Все эти заявки видит каждый инженер в своем ноутбуке, в своем телефоне. Ее видит каждый оператор пульта, на своем рабочем месте, естественно. Ну и те в офисе, у кого есть доступ. Понял. А сколько в день у вас, не знаю, там, если вы такую статистику ведете, сколько в день выездов
Ну или там получается обслужить заявок? Ну, мы не ведем статистику выездов. Мгм. В целом можно сказать, что заявок инженер получает через наш отдел. Мгм. Ну, в среднем до 5 заявок на человека. Мгм. А учитывая, что у нас 21 инженер, Ой-ой-ой. Это Вот. более 100 заявок, да? ну, не на каждую заявку едет инженер. Мгм. Это инженер получает. Плюс мы еще дистанционно решаем заявки. Например, функция «Союз дома». Мгм. Человек хочет, чтобы гараж охранялся, когда он спокойно спит у себя в доме. Мы это делаем дистанционно. Таких заявок тоже много. Мгм. Я Ну, понял. можно сказать, что дистанционно мы решаем, может быть, до 150 заявок в день. Мгм. Плюс то, что инженер получил заявку, это еще опять-таки не значит, что он поехал. Мы ее сделали, мы про нее забыли, но инженер может какой-то вопрос решить дистанционно. Все, я вас понял. Огромное спасибо. Пожалуйста, до свидания. До свидания. Прошлись по компании. Я думаю, вы вместе с нами увидели, что ребята очень открыты, показали все процессы, ответили на мои все интересующиеся меня вопросы. И, кстати, вы можете написать в комментарии, какие вопросы, возможно, мы там не задали. И наверняка мы не последний раз в Харькове еще сможем прийти к ребятам, спросить их. Они могут ответить в комментариях. Мне лично, как руководителю компании, было интересно не только сам продукт, да, о котором мы уже рассказывали, там, о сигнализации Луни, о Фениксе, о охранной компании, но и сами процессы. Я понимаю, насколько это сложно выстроить и оптимизировать те процессы с теми отделами, которые мы сегодня показали, для того, чтобы это все работало слаженно. И по словам ребят, с помощью их пульта Феникса, да, то есть их бизнес намного более оптимизирован, соответственно, и более эффективен, прибыльнее, чем это может быть у их конкурентов. Саша, добавь пару слов нашим зрителям. Может, что-то хочешь вообще в целом добавить к тому, что я сказал? То в целом ты все четенько сказал. Да, то, что ты хотел сказать, То, что, и я то, что ты хотел, думал, сказал, да, я ты забрал. взял с языка, снял. Ну, скромный Саша, да. Да. Ну, на самом деле, очень рада вашему приезду. Если захотите еще поснимать. Ребят, мы где-то договаривались, обсуждали месяца 4, наверное, о том, что было бы классно, чтобы я был в Харькове, как-то заехать. Ребята хотели рассказать, показать о своих процессах, вот что очень важно в нашем таком закрытом бизнесе, закрытом рынке, показать то, что у них происходит. За это ребятам огромный респект. Еще респект за то, что я впервые приехал в Харьков в своей жизни и благодаря вот этой встрече еще вот увидел этот замечательный город. Ребят, спасибо. Заезжайте. И еще раз зрителям напомню, что на нашем канале People выйдут несколько выпусков более подробных и о производстве сигнализации Лунь, и о пульте Феникс. Все, до встречи. Пока. Ставьте лайки, там, подписывайтесь на канал, там ссылки в конечно, описании. да, пожалуйста, не Там- скромничайте. Все, пока.